тихой деревушке, среди зеленых полей и лесов, жила одна старушка по имени Анна Георгиевна. Она была героиней не только своего времени, но и этой истории. Уже 20 лет назад ее жизнь изменилась, когда ее муж погиб в автомобильной аварии. Оставшись одна, Анна решила остаться в своей родной деревне и продолжать заботиться о своем доме. Ее дети жили далеко в городе и редко навещали ее. Но Анна не сетовала на свою судьбу. Она любила свою деревню и была авторитетным человеком для местных жителей. Сердечная и щедрая, она всегда была готова помочь нуждающимся. Домашних животных она себе не заводила, бабушка считала, что это слишком большая ответственность, но ее любовь и забота принадлежала всему окружающему миру. Однажды, когда Анна прогуливалась по ближайшему лесу, она заметила одинокого тигренка, неясно что с ним стало, он был совершенно один, он плакал и звал на помощь. Бабушка пыталась найти хоть какой-нибудь след тигрицы, но все было без толку, малыш был в этом лесу абсолютно один. Сердце старушки сжалось от сострадания, и она не смогла пройти мимо. Возможно, что местные охотники убили мать тигренка, а самого тигренка не стали трогать, посчитав его еще маленьким для безжалостной охоты или просто не смогли найти его. Анна осознавала, что маленький тигренок без родительской заботы не сможет выжить в лесу. Решив, что никому не нужное существо заслуживает любви и заботы, Анна решила приютить его. Она назвала его Мурзиком и привела его в свой дом. Тигренок был слабым и худым, но Анна постепенно восстанавливала его здоровье. Она ухаживала за ним с любовью и преданностью, и они стали неразлучными друзьями. Тигренок стал с каждым днем все больше и больше доверять старушке, он даже начал спать с ней, словно кот. Годы шли, и Мурзик рос и преображался. Он стал великолепным и красивым тигром, но его дикое сердце всегда оставалось благодарным Анне за ее заботу и любовь. Такая безмятежная и спокойная жизнь продолжалась на протяжении 3 лет. Но одним днем приключилось нечто невероятное. Однажды, когда Анна только вернулась из леса, к ее дому подошли странные люди, старушка знала всех местных жителей, и она поняла, что это грабители. Анна очень сильно испугалась. Но больше всего она испугалась за жизнь Мурзика. Они жаждали легкой добычи и решили, что пенсия этой старушки – отличная цель. Но они не знали, кто живет у Анны. Грабители начали выламывать дверь, и с каждым ударом топора дверь крошилась на щепки, и вот грабители смогли полностью открыть дверь. Когда они ворвались в дом и потребовали все бабушкины деньги, а также драгоценности, они столкнулись с решительным отпором со стороны хищника. Мурзик встал на защиту своей хозяйки. Грозный и могучий, тигр зарычал, показав свои острые клыки. Бандиты не ожидали увидеть такую картину, перед ними стоял зверь, готовый растерзать их за малейшее движение. Грабители испуганно отступили, осознав, что они сделали большую ошибку. Мурзик преследовал их какое-то время, несмотря на их попытки сбежать. Пугаясь его ярости и силы, они были вынуждены бросить свое подлое дело и убежать с пустыми руками. Анна Георгиевна и Мурзик остались в доме, где они чувствовали себя в безопасности. Старушка была очень благодарна тигру за спасение. Они продолжали проводить свои дни вместе, деля радости и печали, их две души стали неразрывно связанными. Спустя несколько лет Анна ушла из этого мира, оставив память о себе как о невероятной женщине, которая нашла смысл жизни в заботе о других. За 2 месяца до своей смерти бабушка выпустила Мурзика в дикую природу. Как говорили местные жители, после смерти бабушки тигр пару раз приходил к дому старушки и грустно смотрел на закрытый дом. Таким образом, бабушка Анна Георгиевна стала героиней истории, причудливо сплетенной судьбой и смыслом. Ее доброта и щедрость не только выражались по отношению к людям, но и распространялись на всех существ этого мира. А ее верный друг Мурзик оставался ее наследием, продолжая находить свою миссию в защите и заботе о других. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.